Доброго, хорошего всем дня! Я рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а для тех, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. И ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а на этом канале сегодня мы продолжим вторую часть нашего мастер-класса «Вязание шали хрустальная роза». Нам осталось связать совсем немного. Мы сегодня закончим уголок. Я специально оставила буквально последний цветочек нижнего уголка и сделаем обвязку. В конце видео мы с вами поговорим о том, какими вариантами можно еще сделать, а не только так, как я показала. Ну и, естественно, многие задали мне вопрос по расходу пряжи, и поэтому в конце видео я обязательно об этом скажу. В первой части нашего мастер-класса мы с вами сделали небольшой образец для примера. Мы набрали 1, 2, 3, 4, 5 на 6 раппортов. Это ширина от угла до угла по верхней части шали. Это на образце. Естественно, каждый набирает себе желаемую ширину. И научились вязать угол мы, уменьшая наши раппорты, сходим к последнему нашему раппорту, где будет у нас последний угловой цветочек. Давайте этот угловой цветочек сегодня тоже свяжем вместе. Вот я вам показываю последний мною связанный ряд. 2 цветочка. Как раз я закончила ряд, где вывязывались цветочки. Последняя петля. Подхватываем ее, разворачиваем вязанием. И теперь нам нужно выйти на середину вот этой арочки, и мы со следующей петли вяжем 4 соединительных столбика для того, чтобы выйти на центр этой арочки. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем цветок и провязываем столбик без накида над следующей арочкой. Снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И на следующей арочке мы снова вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. Над следующей арочкой вяжем столбик без накида. И снова провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Пропускаем цветок. И мы заходим. Вот наша последняя арочка. Провязываем по центру столбик без накида. Возвращаемся еще раз в эту же петлю. Делаем соединительный столбик. Разворачиваем вязание. И теперь под эту арочку провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И снова делаем арочки. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку провязываем столбик без накида. Еще раз арочка. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку уже под цветком мы вяжем столбик без накида и считаем его как 1. Теперь 2 столбик без накида, 3 столбик без накида и 4 столбик без накида. И с началом ряда делаем соединительный столбик. Разворачиваем вязание. По вот этим вот столбикам без накида, начиная не с первой, а со следующей петли, вяжем соединительные столбики. 1, 2, 3 и 4. Теперь
Под арочку мы вяжем опять 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И вяжем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим под арочку, провязываем столбик без накида и сразу же подготавливаем основание для цветка. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Возвращаемся в эту же арочку и провязываем столбик без накида. И вяжем еще одну арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Заходим в нашу последнюю арочку, провязываем столбик без накида, и эта петля считается как раз. Теперь второй столбик без накида, третий и четвертый. Петельку начала предыдущего ряда мы делаем соединительный столбик, разворачиваем вязание и опять со следующей петельки вяжем 4 соединительных столбика. И у нас остается вывязать один цветочный раппорт. Мы вяжем под арочку 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Заходим в наше основание для цветка, делаем соединительный столбик и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 накида на крючок, провязываем столбик с 4 накидами, связали. Теперь под арочку мы берем столбик без накида, вяжем 3 воздушные петли, возвращаемся, замыкаем пико и провязываем под арочку еще 7 столбиков без накида. Вернулись в основание крючком, сделали соединительный столбик. И теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первую петельку от крючка вводим крючок, вытягиваем петлю. И теперь из-под цепочки мы вытягиваем еще 10 удлиненных столбиков без накида. Возвращаемся в основание, вытягиваем петлю. Эту петлю протягиваем через все наши удлиненные петли и замыкаем лепесток. Вяжем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И повторяем точно так же еще один лепесток, и потом точно так же повторяем еще третий лепесток. Мы связали все 3 лепестка. Теперь крючком возвращаемся опять в основание, делаем соединительный столбик и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Оставили эту петлю. Вот наш цветок с лепестком. Теперь мы опускаемся вот одно основание и еще одна арочка. Пропускаем эту еще одну арочку, входим крючком в соединение петель, подхватываем оставленную петельку. Теперь наш цветок разворачиваем до среднего лепестка и посередине подхватываем 2 дужки,
Протягиваем ниточку через эти две дужки, потом через петлю, которая у нас была образована на цепочке и еще в соединении петель. И снова вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки. И возвращаем в основание, провязываем соединительный столбик. И теперь у нас последняя арочка. Мы вяжем 6 столбиков без накида. С началом ряда делаем соединительный столбик. Разворачиваем вязание. Со следующей петельки мы провязываем 4 соединительных столбика. И вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Переступаем цветочек, на следующей арочке провязываем столбик без накида. И мы с вами завершили вывязывание самого угла нашей шали. Здесь мы обрезаем ниточку, вытягиваем ее. Вот у нас есть связан полный уголок нашей шали. Ну а теперь давайте свяжем его обвязку. Вот наш уголок. Теперь мы возвращаемся к вот этому верхнему уголку. И начиная от самой первой арочки присоединяем ниточку. Входим крючком в угловую арочку в самый первый столбик без накида. Подхватываем, присоединяем нашу ниточку, вытягиваем петельку. И скручивая хвостик, он сразу у нас упрячется в процессе вязания. Вяжем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3 и 4. И у нас по канту нашей шали сразу была обвязка. И получается тоже вот такие вот арочки. Мы заходим посередине первой же арочки, провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4. И посередине следующей арочки столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И посередине следующей арочки снова столбик без накида. И вот так вот такими вот арочками, попадая в серединку каждой следующей арочки, мы доходим до нижнего угла. Связали одну сторону, дошли до нижнего угла. Вот наша центральная арочка под цветком. И здесь я опять скручиваю хвостик. И вяжу 4 воздушные петли. Зашли под цветком уже в эту центральную арочку, связали столбик без накида, вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И заходим в эту же арочку, в нижнем углу провязываем столбик без накида. И теперь переходим на следующее ребро нашей шали и вяжем точно такие же арочки по 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Посерединке столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И посерединке столбик без накида. Вот наш нижний уголок. У нас здесь появляется дополнительная арочка. Вяжем до следующего угла.
обвязали еще одно ребро нашей шали, дошли до последней арочки, до нашего уголочка. И здесь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем 2 накида на крючок. Заходим в угловую петельку. Здесь тоже можно сразу же скрутить хвостик. И провязываем столбик с 2 накидами. Это делается для того, чтобы у нас вот эта сторона, верхняя сторона нашей шали, здесь была ровной, не ушла в угол. И теперь мы возвращаемся, вяжем второй ряд. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание и, заходя в первую же арочку, провязываем столбик без накида. И 1, 2, 3, 4. Следующую арочку провязываем столбик без накида. Итак, мы вяжем опять до нижнего угла. Я связала еще одно ребро, дошла до нижнего угла. Вот наша угловая арочка. Здесь мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Заходим в эту угловую арочку, провязываем столбик без накида. И в этом ряду мы сразу уходим на следующее ребро. 1, 2, 3, 4. И в следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Под следующую арочку столбик без накида. И опять вяжем до верхнего угла шали. Вот мы опять у верхнего угла вяжем последние 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В угловой арочке провязываем столбик без накида. И теперь вяжем снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок. Возвращаемся в вот эту вот первую нашу петельку и провязываем столбик с 2 накидами. И у нас снова на верхнем углу появляется дополнительная еще одна арочка и ровная верхняя линия. И теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание и опять вяжем с первой арочки следующее ребро нашей шали и доходим опять до уголка. Дошли до нижнего угла. Вот наша центральная арочка, на которую мы ориентируемся. И в этом ряду мы опять просто провязываем арочки по 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И завернули на следующее ребро шали. И получается вот угловая арочка и арочка над арочкой. Теперь обвязываем следующее ребро. Опять мы у верхнего уголка провязываем 4 воздушные петли. Заходим, вот наша угловая арочка. Провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. 2 накида на крючок. И теперь мы заходим вот в соединение вот этих вот петелек. Провязываем столбик с 2 накидами. Ну, в принципе, я вам показала, если просчитывать от нижнего угла, раппорт нашей сеточки. Потому что у нас нижний угол, вот у нас арочка, потом должна получиться еще одна такая же арочка над арочкой. Дальше эту сеточку можно вязать столько, сколько вам пожелается. Вот так вот оформляю вот эти вот уголочки. Я не буду уже этого делать, это все
очень просто. Ну а теперь давайте сделаем окончательную обвязку, оформим уже и верхнюю часть нашей шали, и еще и ребра. Сразу же, находясь на этом уголке, мы сделаем здесь угловой цветок. Заходим, провязываем столбик без накида и вяжем лепесток. 1, 2, 3, 4 накида на крючок, столбик с 4 накидами. Теперь мы под арочку провязываем еще 7 столбиков без накида. Заходим в это же основание. И теперь мы вывязываем здесь вот такие вот, опять же, 3 лепестка нашего цветочка, как мы вязали с вами обычно. Связали лепестки цветка, закрепили в основании, и я вяжу еще один лепесток. 1, 2, 3 воздушные петли, 4 накида на крючок и провязываю столбик с 4 накидами, 3 воздушные петельки, заходим, закрываем пико и под арочку вяжем 7 столбиков без накида. Закрепляю соединительным столбиком. Получается, на уголке я связала наш цветок с 2 лепестками. И теперь я вяжу одну воздушную петельку. Лепесточек у нас разворачивается нам в нужную сторону. Мы его закручиваем вот здесь вот. И сзади, за первым же лепестком, вот наши 3 лепестка цветка, но уже не посередине, а где-то в уголочке, подхватываем опять 2 ниточки и делаем прикрепление. И переходим к следующей арочке, мы под нее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот у нас получился угловой цветок, он потом еще загладится. И получается, что мы надвязали цветок, один лепесток будет смотреть точно так же, как на верхней линии нашей шали. А этот лепесток уже будет сюда заглядывать вниз на ребро. И теперь мы провязываем верхнее ребро шали. Под каждую арочку мы вяжем просто по 6 столбиков без накида. И вот у нас пропускаем цветок, следующая арочка, опять 6 столбиков без накида. Если же у вас сеточки будет больше, шире вот здесь вот, то вам нужно будет надвязать вот здесь вот еще один такой же цветок, но с одним листочком, чтобы у нас верхнее ребро нашей шали получалось тоже аккуратным и гармонировало к нашему узору. Итак, до следующего угла мы под каждую арочку просто вяжем по 6 столбиков без накида. Вот арочка, цветок мы пропускаем и снова арочка. И так довязываем до следующего угла. Дошли до следующего угла, у нас уже здесь есть арочка основания. Мы провязываем соединительный столбик и опять в этом уголке вывязываем сначала лепесток, листочек сначала, потом 3 лепестка и снова листочек.
Ну вот мы связали угловой опять цветок, и нам его опять нужно закрепить. Мы здесь вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. И эту цепочку заводим вот сюда вот под лепесток. Теперь заходим вот в это место, подхватываем петельки, подхватываем эту оставленную петельку и разворачиваем до первого лепестка, подхватываем 2 дужки. Вот наша ниточка. Теперь петлю протягиваем через все наши петельки, которые мы собрали на крючок. Опять вяжем 2 воздушные петельки и возвращаемся под низ в основание нашего цветка. И на этом углу мы тоже прикрепили цветок и развернули в нужном его положении. У нас лепесточки одного угла и второго угла в принципе смотрят вниз. Но теперь у нас осталось обвязать ребра. Мы можем просчитать количество арочек, которые у нас есть на ребре. Ну, давайте возьмем, к примеру. Просчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 арочка. 17 арочек у нас есть. Вот здесь вот. Это угловая нижнего угла у нас будет вязаться обязательно соцветие. Но здесь несложно. Можно придумать как угодно. К примеру, если у меня был на углу цветок, значит я следующую арочку обвязываю 5 столбиками без накида. И вот уже в следующей арочке я ее беру за основание, я вывязываю цветок. Хотите с одним лепестком, хотите с 2 лепестками. Вообще я вывязывала с одним лепестком, но на одном ребре листочек я начинала вязать в начале перед цветком, а на втором ребре наоборот, чтобы сохранялась симметрия. Ну, к примеру, давайте я свяжу один из цветочков. Вот я связала уже один цветок уже на ребре, боковом ребре нашей шали. Так как мы сеточки на образце сделали мало, то мы входим уже в основание нашей шали. Ну, а вообще это будет одна из арочек еще на сеточке. И присоединяем точно так же наш цветок. Снова 3 воздушные петли. Вернулись, зашли в основание, провязали столбик без накида. Получилось. Сейчас на углу ехал цветок в цветок, и сеточки практически не видно, так как мы на образце связали ее мало. Но а сеточки нужно связать хотя бы вот такую ширину. Итак, мы обвязываем вот такими вот цветочки, начиная с лепестка, с листочка. Мы обвязываем, мы связали лепесток, теперь у нас следующая арочка. 5 столбиков без накида, 5 столбиков без накида и опять основание под цветок. Опять 5 столбиков без накида, 5 основание под цветок. 1, 2, основание под цветок. 1, 2, основание под цветок. 1, 2. И здесь у нас получается в нижнем углу 1 лишняя арочка. Но мы можем сделать, провязать 3 арочки обычными столбиками без накида и дойти до углового цветка и, к примеру, сделать его более шикарным, чтобы перекрыть нашу вот эту вот брешь, сделать по 2 листочка, цветок и еще раз
2 листочка. И тогда точно так же мы уйдем на следующее ребро. Сначала мы провяжем 3 арочки по 5 столбиков без накида. Дальше будет основание под цветок. И так мы дойдем до угла. Это все импровизации. Каждый раз это можно сделать по-разному. Я показала вам только лишь принцип и не хочу так усиленно долго занимать ваше время. Теперь давайте просто порассуждаем. В первой части и сегодня, еще раз я повторилась, я вам показала большого размера шаль, ширина которой 2,35, и ее высота 1,6 м. И в основе своей я вязала ее именно вот этим вот основным узором. И так как у меня основным узором была связана большая часть, то вот этой вот сеточки мне уже, собственно, некуда было надвязывать. Но каждый раз, когда я заканчиваю работу, я в конце этой работы вижу, как бы можно было сделать еще. Так вот, как можно было бы сделать еще? К примеру, основу этой шали сделать гораздо меньше, а побольше сеточки. Во-первых, вы экономите нитку. Если у вас будет вот здесь вот намного шире сеточки, чем я вам показала, и облегчаете саму шаль. Можно сделать даже сеточка, ряд цветов, опять сеточка и ряд цветов. Конфигурации могут быть разные. Работа достаточно интересная, но, так как я вам говорила в начале первой части, она громоздкая. Ну и теперь в самом конце видео я вам отвечаю на интересующий вас очень многих вопрос, сколько пряжи уходит на такую шаль. Давайте я отвечу вот так. На ту шаль, которую я вам показала, и именно в том размере, у меня ушло 8 вот таких вот мотков. Из 8 моточков у меня остался махонький моток, ну грамм, наверное, 10, не более. 8 вот таких вот мотков. Как для шали расход пряжи немножко великоват. Но если изменить конфигурации и добавить больше сеточки, промежутками, рядами еще цветов, снова промежуток сеточки, то, конечно, пряжу вы сэкономите. Решать вам. Я сделала такую работу. Кому-то она может нравиться, кому-то не понравится. Кто-то построит эту конфигурацию по-своему. Но думаю, что заинтересовала эта шаль многих. И судя по первой части, я вижу, что шаль интерес вызвала. Я закончила этот мастер-класс. Надеюсь, многие моменты, узловые моменты я объяснила, как сумела, но постаралась от души. И сегодня я буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.